Сегодня я вам расскажу про свой автомобиль Toyota Alphard Executive Lounge. Я купил этот автомобиль чуть больше года назад, в марте 2018 года, и проехал на нем уже почти 60 тысяч километров. Но этот автомобиль стоит 110 тысяч американских долларов. Забегу вперед и скажу, что я недоволен политикой компании Toyota. Я привез этот автомобиль к дилеру и говорю: давайте я вам его отдам и уеду на новой Супре. Супра стоит примерно тех же денег, то есть сколько мне нужно доплатить. Автомобиль 2018 года выпуска с пробегом 60 тысяч километров оценили в 2 раза дешевле, чем я его покупал. Это первый недочет данного автомобиля. В Гонконге много альфардов. Исторически так уже сложилось, что эту машину любят и бизнесмены, и люди, у которых большие семьи. Здесь посадочных мест всего лишь 7, а в стандартных версиях получается 8. Вот мне нравится, когда ко мне приезжают гости, друзья друзей, когда сзади сидит 10 детей, они там устраивают свой праздник, свой кипиш. Я вот еду, не обламываюсь, водительское сиденье здесь очень удобное, хорошее, продуманное, легковое. Я думаю, наверное, сравнимо с S-классами. Я не ездил за рулем S-класса ни разу. И мне вот кайф возить их. Я знаю, что им сзади комфортно, хорошо. Почему у нас, вернее, у вас нету альфардов? Вернее, почему их мало? Машина эта стоит, если не ошибаюсь, от 5 миллионов рублей в России. Ну, это давайте упростим и сделаем цену 100 тысяч американских долларов. Тех же денег стоит какой-нибудь S-класс, BMW X7, Audi A8, Lexus. Это машины, которые очень давно получили такой статус премиум сегмента. Мой канал точно смотрят люди, у которых есть S-классы, Audi A8, BMW 7, Tesla Model S и так далее. Ну, мне повезло, у меня очень хорошие и умные подписчики, которые тратят время на то, чтобы докопаться до деталей и принять правильное решение. Так вот, я думаю, что часть моих друзей купила бы Toyota Alphard. Когда-то ко мне, ну не ко мне, вообще в Гонконг приезжал один из российских олигархов по имени Анатолий. Он сидел сзади на лучшем месте. 2 или 3 дня я периодически куда-то его отвозил, забирал. И вот по дороге в аэропорт он сказал: слушай, Степан, организуй мне эту машину, ну, в тот город, в котором он живет. Сзади там ездить очень комфортно и приятно. Почему я купил вообще этот автомобиль? У меня был склад, который находился в районе Сайкун. Это примерно 100 километров от того места, где я живу. То есть мне каждый день нужно было проезжать 200 километров по городу. И я понял, что мне нужно что-то, что позволит мне комфортно перемещаться с точки А в точку Б. Toyota Arufado выпускался с 2002 года. Этот автомобиль 3-го поколения. И отличается он своим богатством интерьера. Средний ряд сидений в Toyota Alphard Executive Lounge – это лучшие сидения, в которых я когда-либо сидел. В них можно спать. У меня ростер 1,93 м. Вот я там сплю. Пойдем, кстати, покажу, как я спал. Все, кто говорят, что Toyota Alphard уступает Мерседесам каким-нибудь, ребят, вы вот принципиально не правы. Эта машина построена на базе Toyota Camry. Пассажирская машина. Мерседесы, Вино, Вито и так далее, они построены на базе грузоперевозки. Вот здесь очень удобно и
очень комфортно. Вот это место для топ-менеджера, для хозяина какого-то бизнеса. Это вот настоящий VIP-лимузин. Здесь есть прекраснейший столик, на который можно поставить компьютер. Он очень качественный, он не двигается, он прям ездит прям с минимальными зазорами. И это отличается от того, что предлагается в других автомобилях. Это панель управления сиденьем. Здесь очень удобная регулировка всех вот настроек. Охлаждение больше, меньше, обогрев сидения. Что это такое? Что это такое? Наклеечка. Смотри, видишь, здесь прям резиночка и наклеечка. Все вот до деталей продумано. Второй минус этого автомобиля – это то, что сиденья не вперед-назад двигаются только механически. Они тяжелые. Автомобиль за 100 тысяч американских долларов, созданный для задних пассажиров. В нем нет USB разъема для зарядки телефона. Toyota, камон, вот здесь можно было сделать один USB разъем для зарядки телефона. Было бы лучше, удобнее и комфортнее. Что мне очень нравится, это вот детали и качество салона. Вот материалы, вот эта кожа. Вот эта кожа. Ты берешься и прям чувствуешь, что сделано добротно, прям очень добротно и дорого. Дорого и качественно. В Гонконге в топ-версии автомобиля Toyota Alphard Executive Lounge за 110 тысяч американских долларов предлагают вот это. За 1,5 года я ни разу не воспользовался вот этим. Мне сказали, что это экран, и на нем можно смотреть фильмы. Это не экран, это пародия на экран, который невозможно использовать для того, чтобы что-либо смотреть. Вся мультимедийная система этого автомобиля – это полная. Сзади сидит начальник, хозяин, босс. Вот эти кнопочки неоднозначно намекают об этом впереди сидящему пассажиру. Это электронное зеркало. Оно очень удобно, потому что даже пассажир со среднего ряда сидений может наблюдать за тем, что происходит сзади. Отдельный респектоз и уважуха Тойоте в Гонконге за вот эти коврики. Я просмотрел все обзоры на Toyota Alphard на русском языке. Я нигде не видел вот таких ковриков. Багажник Альфарда можно открыть двумя способами. Глупым и умным. Глупый способ подразумевает использование кнопки на самой крышке багажника. Это для идиотов, которые никогда не катались на этой машине. Для умных людей есть кнопка на ключе и кнопка внутри, в салоне. Ребят, вот это сабвуфер. И это самое идиотское решение, которое можно было сделать, внедрить. Когда он играет на полную мощность, у меня дребезжит крышка багажника. Задние сиденья складываются вот таким вот нехитрым способом. Фиксируются ремнями вот здесь, вот в этом положении боковом. И открывают огромное пространство для багажника. И здесь миллион разных кармашков. Здесь есть докатка. Вот она торчит. Я не знаю, что это за железяки. Задний, третий ряд сидений рассчитан на детей, членов семьи, друзей, которые не влезли. Но вот я лично не ездил там ни разу.
и не советую там ездить, потому что доступ к нему весьма затруднен. Показываю, как туда залезть. Я не очень полный человек, и при комплекции чуть-чуть толще среднего забраться сюда очень непросто. Под капотом у Альфарда двигатель 3.5 V6, который выдает 300 лошадей и 360 крутящего момента. Эта мощность не нужна. То есть был бы у меня выбор взять 2.5 или 2.5 гибрид, я бы взял менее мощный двигатель. Это не драйверский автомобиль. И опять же, возвращаясь к началу разговора, он построен вокруг среднего ряда сидений. Среднему ряду сидений совершенно не важно, стоит здесь 2.5, 3.5 или 2 литра. В целом, Альфард — это хороший автомобиль. В Гонконге он пользуется бешеной популярностью. Он довольно-таки большой снаружи, но он очень большой внутри. Сюда реально помещается с комфортом 7 человек. И перемещаться на этом автомобиле – одно удовольствие. Скорее всего, я продам этот автомобиль. Я планировал сделать проект Urban Uber, покататься на этом Альфарде в Uber. Ну, вот я его забрал после покраски и понимаю, что нет, не готов я работать таксистом на этом автомобиле. Никак. Этот автомобиль, он все-таки очень свой. И этот автомобиль как бы дополняет мой дом. Сюда попадают только те люди, которые мне очень близки или полезны. Подпишись на мой канал, если ты еще не подписан, ставь лайк, оставляй комментарий, что ты думаешь про Альфард. Задай дополнительные вопросы про эту машину в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме или в комментарии под этим видео. Спасибо, что посмотрел это видео до конца. Хорошего настроения и удачи во всем. С тобой был Урбан. Пока.